Годом, когда нейтрино было теоретически предложено, следует считать 1930 год, когда великий австрийский физик Вольфганг Паули предположил, что при слабых распадах, бета-распадах ядер, вылетает еще одна невидимая частица. Зачем он это сделал? Дело в том, что в то время существовала и была строго доказана проблема несохранения энергии в распадах ядер, в так называемых бета-распадах ядер. Существует, по крайней мере, 3 вида распада ядер: альфа, бета и гамма. Так вот, в альфа и гамма распадах, которые являются сильными и электромагнитными распадами, соответственно, энергия и импульс строго сохранялись, а в бета-распадах не сохранялись. Это была фундаментальная проблема, которую пытались решить самые великие умы того времени, и некоторые даже пытались предположить, что возможно, что энергия не сохраняется, что, конечно, было бы очень плохо, потому что это один из основополагающих фундаментальных принципов современной науки. И Вольфганг Паули предложил идею, что вылетает еще одна частица, которая просто уносит часть этой энергии. Он назвал эту частицу нейтрон. Но уже в 1932 году другой физик Чедвик открыл нейтрон, и оказалось, что этот нейтрон тяжелее, чем протон. Поэтому на роль частицы Паули он никак не подходил. Тогда Энрико Ферми, другой великий физик, итальянец, предложил назвать частицу Паули маленьким нейтроном, что по-итальянски нейтрино. Вот так появилось название нейтрино, и Энрико Ферми создал первую теорию таких распадов, в которых участвует нейтрино. И Паули был уверен, что нейтрино невозможно будет обнаружить, потому что по этой теории, которую создал Ферми, следовало, что вероятность взаимодействия нейтрино очень-очень маленькая. Однако уже в 1950-х годах нейтрино были обнаружены, что привело в итоге к Нобелевской премии, которая была дана Рейнсу. Представьте себе, что вы распутываете какое-то очень сложное дело, как это делает какой-нибудь сыщик, например, Шерлок Холмс. Вы пытаетесь найти какие-то улики. И чем больше времени прошло, тем сложнее распутать дело, потому что даже оставшиеся улики со временем исчезают. Так вот, физики, которые пытаются регистрировать космические нейтрино, пытаются распутать дело, которое происходило 5 миллиардов лет назад. Пожирание звезд черными дырами в центрах зарождающихся галактик. Такие черные дыры в центрах галактик называются активные галактические ядра. Они, конечно, излучают очень много разных частиц. Фотоны, пионы, протоны и так далее. Но практически все из них застревают внутри все той же самой среды, потому что она очень плотная и горячая, и они там либо застревают, либо теряют свою энергию и перестают быть информативными. Кроме нейтрино. Нейтрино из-за того, что она такая слабая, это, с одной стороны, очень тяжело для экспериментаторов, потому что нужно огромные детекторы строить. С другой стороны, это очень здорово, потому что она все эти плотные области вещества проходит абсолютно не поколебавшись. С какими энергиями и направлениями нейтрино родилось, с такими оно к нам и летит. Поэтому, если мы их насобираем, мы можем при помощи нейтринного света реконструировать, что же там происходило. Активное галактическое ядро – это лишь один из таких примеров. Есть много разных других сценариев, которые интересны физикам для изучения. И вот современная астрофизика, она вообще перешла в такой режим, называется по-английски он multi-messenger. Это значит, что мы получаем информацию при помощи разных переносчиков этой информации. Это могут быть и фотоны, и нейтрино, и другие частицы. Все вместе это дает нам более полную картину и позволяет, вот как тому самому Шерлоку Холмсу, воссоздать все детали события, которое происходило миллиарды лет назад.